Всем привет, я сценарист комикса Игорь Гром Алексей Замский, и сейчас я отвечу на 23 вопроса. Страшно было начинать работу над линейкой Игорь Гром? Да, ужасно. У майора Грома огромная фан-база, все знают, что они хотят увидеть в комиксе Игорь Гром, все знают, как надо писать главного героя, всех его друзей. У тебя есть какие-то свои идеи, какое-то свое желание и понимание направления, но ты отвечаешь перед огромной толпой людей, которые, принимают у тебя экзамен. Это самый сложный экзамен, который я сдал в жизни. Какая суперспособность помогла бы тебе в твоей работе? Возможность читать 1000 страниц в час, а лучше еще и писать 1000 страниц в час. Разумно ли сравнивать российских и западных представителей комиксов? Представителей – да, потому что писатели и художники везде одинаковые, в смысле, мы находимся в одном поле. Когда вы специально не сравниваете белорусских, украинских, российских авторов с западными, вы как бы говорите, что мы играем в другой лиге и там не такие большие мальчики и девочки, как те настоящие. А сравнивать издательства или персонажей нельзя, потому что нас разделяет огромная история, там, где у нас 7 лет, там 70 и так далее. Если не Баббл, то попробовать писать книжки без картинок и искать издательства, в котором их примут. Увлекаешься мистикой? В том смысле, в котором люди увлекаются историей. Это огромная область человеческого знания, в которой мне прям страшно интересно разбираться, но, знаете, библеистика еще не христианство, интерес к оккультизму еще не мистическое убеждение. Откуда пришла идея вписать в сюжет Игоря Грома именно реки? Образ, с которого они начались, уже есть на страницах, он появляется в явном виде ближе к концу, да? Все человеческие страдания, пот, кровь, слезы — это жидкости, которые мы теряем, они неизбежно падают на землю, впитываются в почву. Под любым большим городом есть заключенные в трубы подземные реки. Там вот в центре города Минска есть река Ненига, станция метро Ненига. Я иду на ней, да, и я знаю, что там есть река. Она в железной трубе, ее никто никогда не видел из тех, кто сейчас жив, но она существует. И какая-то вот связь между кровью, которую мы проливаем, и подземными реками, она приводит к тому, что чудовища, порожденные нашим страданием, должны подниматься именно оттуда. Ты пишешь что-то для себя, а не для работы? Я стараюсь это делать, но работа отнимает очень много творческих сил, и большинство того, что я пишу для себя, остается в черновиках, и я мечтаю когда-нибудь все это закончить, когда когда у меня будет меньше работы и больше свободного времени. Что первое ты делаешь, когда садишься писать сценарий? Я переслушиваю тот трек, который подбираю для себя на целый сюжет или целую серию, для того, чтобы возвращаться в то самое состояние, в котором я ее придумал, и каждый раз, когда я сажусь, я с помощью этой музыки возвращаюсь в исходное положение, в котором я думаю о сценарии, и тогда я могу писать. Фанаты вдохновляют безумно. И где бы я был, если бы я не мог искать название своей серии и даже свою фамилию в Твиттере? Это вот просто линия жизни для меня. Идет ли тебе на пользу критика? Да, безусловно. Я очень сожалею, что есть мало ругательных рецензий на мои комиксы, мало разборов, претензий, ковыряния в деталях. Вот, значит, здесь неровненько, здесь неаккуратно, а зачем ты это сделал так, а не иначе? Отстаивая свои решения внутри себя или понимая, что я мог бы сделать лучше, я развиваюсь как автор, расту, чтобы в следующий раз делать что-то новое. Я, безусловно, критикую каждый день сам себя, но очень нужный взгляд со стороны. Кого бы из персонажей Игоря Грома ты бы похвалил? Я считаю, что Игорь сделал большие успехи в своем духовном росте, но в первую очередь, конечно, я считаю, Сева молодец, Сева очень старается. Главный минус твоей работы в том, что выход комиксов, покупка комиксов, читателей, да сами материальные книжки находятся очень далеко от того места, где ты сидишь и работаешь. Если бы я вытачивал деталь, я бы видел в руках сделанную деталь. Я пишу сценарий, потом этот сценарий улетает куда-то в глубину интернета, и другие люди магическим способом превращают его сначала в картинки, потом в картинки с баблами на них, а потом в цельную книжку. И все эти этапы существуют помимо меня. Поэтому главный минус моей работы в том, что она очень одинокая, и ты очень далеко от результата всегда. Где находится портал в мир бесконечного вдохновения? Я думаю, что секрет этого знают те люди, которые годами, авторскими листами, погонными метрами бесконечно пишут тексты на фигбуке, на О3 и на прочих таких местах. К сожалению, нам приходится работать, даже если вдохновения нет, иначе бы это не было работой. Кто ты по образованию? По образованию я литературовед, из прошлого года даже магистр. Любишь шаверму? Да, и из-за серии Игорь Гром полюбил гораздо больше и стал разбираться в ней гораздо лучше, но люблю самую простую. Курица, овощи, простой лаваш, чесночный соус. На какой вопрос ты бы хотел ответить, но его никак не спрашивают? Я бы хотел, чтобы меня почаще спрашивали про символ в канализации, который нарисован в Игоре Громе в разных номерах. Я
Меня редко спрашивают, зачем он нужен, что он означает. И лучше бы про это еще и спрашивали, когда рядом есть Наталья Зайдева. У тебя есть талант, о котором никто не знает? Я тогда о нем тоже не знаю. Самое большое количество времени, которое ты тратил на один сценарий. Из тех, которые я закончил, пожалуй, что это 3 месяца я бился над последними выпусками, над предпоследним и последним. Там трудно разделить, какой из них. Но сценарий, с которым мы воюем ежедневно сейчас, он уже занял больше времени и неизвестно, сколько еще займет. Это страшное сражение с драконом, но я уверен, что вам понравится. Что важнее, талант или усердие? Усердие гораздо важнее, талантливых людей очень много. Пробиваются хоть куда-то, а те из них, кто способен сидеть и работать каждый день. Я очень завидую людям, у которых усердия гораздо больше, чем у меня, потому что я страшный прокрастинатор, и я очень ленив. Мне в целом кажется, что нет никакого таланта. Есть просто много усердия, и чем больше у человека усердия, тем больше шанс, что он сделает то, что хотел. Это не значит, что он добьется успеха, но это значит, что результат его работы будет как можно ближе к тому, что он представлял, когда начинал. С кем из персонажей Игоря Грома ты бы пошел в бар? Ну, с Лили, очевидно. С Лили явно интереснее всего. Британский юмор или российский цинизм? Ох, наверное, британский юмор. Мне кажется, что мой национальный характер ближе к британскому юмору, чем к российскому цинизму. Что бы ты порекомендовал прочитать всем без исключения? Роман Ремарка «Три товарища», комикс Нильсона «Большие вопросы» и любые на выбор 10 рассказов Густава Майренко, прям с любого места. Что ты не умеешь делать? Я много чего не умею делать, но самое простое, я не умею готовить совсем. Мои попытки готовить — это спектакль, на него можно продавать билеты. С вами был Леша Замский, я сценарист серии Игорь Гром. Я ответил на 23 вопроса из Эви Банки. Если у вас есть другие вопросы, задавайте их в комментариях, я постараюсь на них ответить.